«Я женюсь на тебе, если ты влезешь в это платье», — громко сказал Джулиан Рэнд, миллионер и любимец публики. Его слова разрезали зал, и смех гостей прокатился волной, как аплодисменты чужому унижению. В центре подиума висело алое платье, тонкое, ослепительное, словно сотканное из дерзости. А в углу, почти в тени, стояла девушка в синей форме уборщицы. Эмили Брукс держала швабру, пытаясь остаться незамеченной. Но каждое слово, каждый смешок гостей вонзался в нее, оставляя след глубже, чем могла увидеть публика. Она не ответила, просто вытерла пол, собрала инвентарь и вышла в дождь. Не из обиды, из решимости. Той ночью Эмили дала себе обещание: смех не станет ее финалом. Утро принесло старую униформу, запах дешевого мыла и мутное зеркало. Но в отражении Эмили впервые увидела не усталость, а искру. С этого дня все изменилось. Она записалась в дешевый спортзал на окраине Чикаго. Тренер Линда Мэй, пожилая, жесткая женщина с добрым сердцем, учила ее не сдаваться. «Тело слушается тех, кто не боится боли», — говорила она. После работы Эмили ходила в швейную мастерскую, куда ее взяла Рэйчел Эллиот. Там, среди катушек ниток и старых манекенов, она вспомнила уроки бабушки. Училась шить, шов за швом, строчка за строчкой, будто зашивая собственное прошлое. Месяцы тянулись, руки огрубели, мышцы укрепились, глаза перестали прятаться. Когда в мастерскую пришел заказ от модного дома Джулиана Рэнда, Эмили не дрогнула. Она работала над тканями с удивительным спокойствием. Так действуют те, кто уже победил себя. Вечер показа. Тот же зал, те же вспышки камер, тот же шепот публики. Но теперь на подиум вышла она. Не как уборщица, как дизайнер. Алое платье, созданное ее руками, сияло под светом прожекторов. То самое, что когда-то стало символом насмешки, теперь стало символом силы. Публика замерла. Аплодисменты взорвали зал. Джулиан Рэнд стоял в первом ряду, бледный, словно не верил в происходящее. Его глаза встретились с ее взглядом. Без злости, без триумфа, только тихое достоинство. После того показа в Чикаго говорили не о моде, а о женщине, которая не ответила унижением на унижение, а выбрала труд и тишину. Алое платье стало легендой, не о мести, а о преображении. Иногда, чтобы доказать миру свою силу, нужно не кричать, а просто выйти на сцену и показать, что ты стала другой.